маячу просто вот так вот. Магомеду сама идет гора. Это самые хреновые мои путешествия, они мне до сих пор вот где-то здесь. Ну что, ребят, добрый, бодрый. Вчера я встрял со своим велосипедом, колесом, и каким-то чудесным образом получилось выкрутиться даже из этой ситуации, а не оставаться под мостом и ночевать там. Осталось немного подождать, пока переспецуют новый обод, привезут его и поставим наконец-таки вел на ноги, и можно будет отправляться снова в путь. Честно сказать, не знаю, как бы я путешествовал и что бы делал в таких случаях без языка. Не зря все-таки я все 8 месяцев не выходил из библиотеки, пока не начал адекватно разговаривать на итальянском. Друзья, пожалуйста, учите хотя бы английский язык, чтобы путешествовать и чувствовать себя спокойно, что бы ни случалось. Спал прям максимально. Классно. Здесь хватило прям хорошей длины. То есть хорошо гамак стоит. Уже сходил в бар, попил кофе, созвонился с мастером, с чуваком, который меня забрал вчера. Он как бы, у него не было этого колеса, естественно, вот, и они его заказали. То есть он мне сказал, что завтра и крайний, самый крайний срок послезавтра он мне привезет новое колесо. Потрачу немного денег, но смогу дальше продолжить путь. Настало это время, когда мне понадобится Ледерман. В общем, это от компьютера зарядка, и вот эта вот штука, она совсем такая вот. Есть супер крутая херня, как щипцы. Руками я пытался выгнуть, не получилось. Готово. Пожалуйста. Ровненький. Нужно использовать. И складывается обратно. Штука, которая всегда выручает. Стоит, конечно, это дорого, но в путешествии оно того стоит. То есть вот такой вот мультитул, который помогает вообще сделать все, что хочешь. И он маленький. И ни нож не нужен, ничего. Единственное, что нету там открывашки для вина. Вот штопора. Но я маленький штопор вожу с собой. Поэтому в вине проблем нет. Сегодня я без велика, поэтому можно что-то показать. Это же прекрасно. Questa è la butacca, se vuoi aggiungere. Ottimo. Alcune piacciono. Sì. Вот про что я вам говорил. Называется ботарга. Это икра, я так понимаю, с яйца, наверное. Com'è? Buonissimo. Bontà proprio. Cioè, wow. А вот и сладкое. Это тирамису. Вина, может, я много взял? Сегодня можно. После стресса.
comunque non ti ricordi neanche una parola da sfidare. Dove mettersi? Ti piace? Io No, basta. Работал, компьютер, туда все. Ну как поработал, я пытаюсь что-то просмотреть, что наснято. Начитался книжек, написался всяких заметок моих. Я когда-то купил, не знаю, из кожи, он у меня не из кожи. Не буду показывать, что внутри, потому что это лично мои записи. Это мои открыточки, которые мне полетят. И самая большая новость, самая крутая новость, то, что мне привезут колесо. И привезут колесо где-то через 2-3 часа. То есть приедет Пауло, он его уже ставит. Уже все делает. Ну, ставит, я имею в виду, бортирует там и так далее, и так далее. То есть все будет очень красиво. И, собственно, что хотелось бы сказать. Это крайне неприятная была ситуация, но я ее решил. Проблема с колесом решена за 36 часов. Вот так вот. Ну, надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, потому что постучать по дереву, чтобы больше такого не случалось. Итальянцы, кстати, в шоке, когда я стучу по дереву, они вообще не понимают, что происходит, но им объясняю. Я услышал просто в какой-то момент, что два чувака там, два мужика, каких-то там, я не знаю, супер крутых, с этого вот региона начали разговаривать про Россию и Украину. Блин, политическая это херота. Конечно, никогда хорошим не заканчивается, но я постарался максимально на адекватной базе рассказать то, что думал. Как ни странно, все получилось максимально хорошо, и они меня выслушали. И надеюсь, я что-то изменил в этом мире. Так, чтобы вы понимали, там вот сорока, которая подворовывает у меня мусор. Сейчас пойду забирать. Вот. Вот нужно собирать и закручивать эти пакеты, чтобы они не разворовывали ничего. Так, сегодня максимально классный закат, скорее всего, будет. Вот, и я ищу просто место для дрона, где он смог бы взлететь, потому что здесь везде деревья. У меня есть 20 минут до того момента, как приедет чел, отдаст колесо. И, собственно, все. Надеюсь, ничего не заденет. Не должен. Отлично. У-у-у. До свидания. Снижаемся. Ваша остановка, сэр. Аксенко. Приехал Павло и его жена. Я ее хоть приведу его, или ее. Имени пока что не дал. Иду ставить на эту малышку новое колесико. Вот как это все выглядит. Эй, чао. Solo in caso difficile da portare. A posto? Wow. Proviamo a montarla? Certo. Ciao, Antonella, mia moglie. Piacere Valerie. Questo è il gomozzo, il disco, perché questo cerchio qua non aveva il center look e quindi abbiamo dovuto montare. Purtroppo Non è che mi importa solo che... proviamo a sollevare, così vediamo se... Il coso c'è dentro, sì? No. La camera, sì. Puoi girare? Easy. No, No, è questo. Sì. Possiamo ripartire. No, domani parto, cioè domani mattina perché già avevo perso un po' del coso. Un po' di tempo. Sì. Questo non è bello come quello, però è più certo. robusta perché comunque hai 36 raggi. Poi in ogni caso li cambio entrambi. Per viaggiare forse è meglio Certo, un cerchio certo. più robusto, più da Certo. battaglia. Posso provare? Certo, devi provare. Sì. Essere sincero, la differenza non è che la sente. È uguale. Wow. Bene. Sì, avevo il rumore che usavo come il coso, come l'allarme. Cioè che...
Sì. No, perché non c'è niente. Questo è il proprio grado, è stato un piacere conoscerti. Ciao. Alla prossima, però in modo più tranquillo. Certo, rilassato. non esiste. Sarò attento al coso. No, che stavo riprendendo e c'era una canzone proprio registrata e mi ho girato la testa. Mannaggia. Fai una buona continuazione via, tu divertiti e ci vediamo. Ci sentiamo presto. Stammi bene, ciao. Grazie del cuore, grazie. Ciao. Ciao ragazzi. Si riparte. Не, ну что это за красавица? Пам-пам-пам. Короче, мне все отдали. Все максимально круто. Ну, единственное, что... Конечно, периодически колесо на эксцентрике, но это пофиг вообще. Я проехался без разницы. Кучу шпиц сейчас мне там поставили. Не, ну какова красота. Ну вы посмотрите просто. Ось отдали, ротор поменяли тоже, потому что он не подходил просто. Вот. Так что возвращаюсь на свое место, иду кушать. И пойду в рестик есть пиццу и пить пивас, потому что это пам-пам-пам-пам-пам. Это надо отметить. Опять есть два колеса. Два колеса, не одно. Круто. 36 часов понадобилось. Ровно 36 часов. Спасибо всем большое. На самом деле, вот ребята, они рассказали, что они как бы в моей ситуации, то есть когда я позвонил, это было очень странно, но они как бы ставят себя на мое место. И вот в той ситуации, в которой я оказался, то есть не советую вообще. Не то, что не советую, то есть не желаю вообще, врагу не пожелаешь, то есть когда в путешествии такое случается, что-то неремонтируемое максимально. Dico, non sto filmando tutto proprio, però cioè, solo un piccolo... Poi passa con la maschera, devi passare con la maschera. Come mai? Cosa fai? Viaggio in bici. Viaggi in bici? Sì. Da Sommer. Bike? No, un gravel. Così, cioè faccio il viaggio della Sardegna. Che dove sei? Bielorusso. Parli bene italiano? Sì, ma cioè, vivo qua prima del Covid sono venuto. Cioè, ci siamo conosciuti ieri per tutta la giornata, vedi? Cioè... Infatti immaginavo, quando mi ha detto io lo conosco, facevo aspettare accendere. Пока ждал колесо, познакомился в ресторане с поваром по имени Козима. И мы с ним 2 дня просто тусили и пили вино, и ел самую вкусную еду. И договорились когда-нибудь еще встретиться. Follow you, banana follow you, banana follow you, 'cause I'm in love with you. Money follow you, banana follow you, money follow you, 'cause I'm in love with you. На самом деле меня не хотели развести, но то есть сначала мне сказали 48 евро. Я спросил, почему. Он мне объяснил тем, что 1 человек и 1 палатка. Я ему сказал, что я был... Я ему сказал, что я был без палатки. И путешествую пытаюсь просто сохранить максимум количества денег, чтобы проехать подальше. И, собственно, заплатил 26. Поэтому 20-ка сохранена. Пойду ее разменяю на еду. Контент вспыячу просто. Вот так вот. Вот так вот, вот так, вот так вот, вот так вот, вот так вот.
По-моему, нам на ту гору. Как там? Можно было объехать. Но мы не объезжаем, мы горы. Главное не упасть. Остальное пофиг. Потихонечку я этот корабль привезу в точку Б. Короче, секрет. Подсказываю. Если начинает парить, самый лучший способ. Берешь, снимаешь вот эту хероту, заливаешь это все холодненькой водой. Так смачно прям. Ой, бля. Тебя тоже желательно, голову и все дела. Так прям хорошенько. Пофиг на как выглядишь и так далее. И просто эту хероту наматываешь сюда, возле шеи. Ну, я по классике одной рукой рулю. Этот корабль. Опа! А другой снимаю. Упаду же опять когда-нибудь. Я просто ничего в жизни не учу. Поставили вел. Уходим. Смотрит, отличается от обычного бургера, потому что здесь булка, она сделана прям икра, наверное. Прям максимально вкусно и чувствуется то, что все, продукты, которые используются, они выращены здесь. Добавление еще будет каротин. Зарядился полностью, можно выгоняться. Едем куда-то, я не знаю куда. Место, скорее всего, будет называться Кала Гононе, но до него еще километров 50. Разберемся на месте. Вода из твоей воды плав, Магомеду сама идет гора. Ну вот эти уже красивенькие. Прям действительно что-то прикольное. А так обычно нарасписывают всякой хероты. Имен, там я тут был и так далее. А здесь прям очень даже ничего. Posso chiedere una cosa? Sera. Sto viaggiando in bici e mi dà questa strada così, ma fino a Cala Gonone. Riuscirò a prenderla? Sì. Sì? Dove ce l'hai la bici? Là. Cioè ora la devo portare. Ok, ma è proprio strada, cioè? Sì. Ah, ok. Sali, mostro da quelli che giù, poi c'è una taggiaggio, lo lascia, Ok. sinistra, come stai entrando, se mi arrivare nel sotto, c'è Perfetto. Мужик сказал, что я там доеду, есть дорога. Сказал, что только приехал рыбачить, поэтому пока что еще ничего не споймал.
самом деле понял, что чтобы получить, скажем так, воодушевление какое-то, нужно хотя бы одну ночь переспать в палатке. Я вот еду, и вот эта вот велодорожка — это что-то вообще. Ну, дорога двухполоска и отдельная полоса для велика. Отлично. Прям ровненько, без ям, без ничего. Молодцы. Заметил такой интересный факт, что здесь очень много французов. Максимально. Я им бонжорно, а они мне бонжур. Йоп. Ехал в какой-то город, не знаю, как всегда, тут будет шумно. Кричать не буду, смысла нет, весело все равно. Короче, еду опять в электромагазин электронной техники. И закупаюсь какой-то херотой опять. Буду искать микрофон. Но это опять же, любой прибрежный город, он плюс-минус одинаковый. Виллы двухэтажные. Люди улыбаются. Все красиво. Оп-оп-оп, дороги говно. Блять. Ну, он вроде большеватый, этот город, поэтому я тут в супермаркет схожу и потусуюсь, возможно. Но нет, ни хера не потусуюсь, поеду на пляж. Пока я ел мороженое, там было, я не знаю, сколько байкеров. Ну, штук 15, наверное. На самом деле, что-то я их смотрю, и мне как-то, ну, не то, что жалко их стало, но, блин, это, конечно, совсем разное ощущение путешествия. Они пролетают со скоростью, я не знаю, ну, 120-150 по таким местам, по которым нужно пешком идти просто. То есть, ну, сама по себе дорога — это крайне важная составляющая любого путешествия. Но помимо дороги, еще есть всякая херня, которая с тобой случается. И шанс, что с тобой что-то случится на велике, я не знаю, может, видно вот по моим роликам. То есть именно то, что я встречу людей каких-то. Я с ними буду тусить, они мне расскажут о месте, они мне расскажут вообще все, что знают. Потом я это вам покажу, расскажу. Ну, то есть не пропускаются вот такие вот моменты, ради которых, по сути, и нужно путешествовать. На чем ты путешествуешь, нужно получать эмоции, и надо, чтобы с тобой случалась всякая херня, и тогда тебе это путешествие запомнится навсегда. У меня даже самые хреновые мои путешествия, они мне до сих пор вот где-то здесь. Ничем не сравнится это чувство. Это просто сам себя убиваешь. А в конце просто чувствуешь, что живой. И вот ради этого я тоже путешествую.
потому что когда есть ощущение еще путешествия, что ты чего-то сам достиг, а в этом случае, что накрутил этих педалей непонятно сколько километров и увидел столько красоты и получил столько эмоций, познакомился с таким большим количеством людей. Но еще и доехал куда-то сам и получаешь просто кайф от вот таких вот мест, которые, я не знаю, банально на машине или мотоцикле. Ты бы просто проехал и заметил буквально на 5 минут. The first time I'm gonna do it. Just a second. Wait, a little bit. I need more. Yeah. But no, let's do it. Just don't go too fast, because I cannot lay. Короче, пытаемся меня закинуть наверх. Like the problem is, like my right hand, I can. On one end. Just a second. No, kind of. Sorry, I'm from Belarus. Belarus. Vice. Wow. Yes, but I do speak Italian and English. Yeah. You? Germany, but which city? Normally I'm on a bicycle, not on a motorcycle. I live on a agriturismo up Okay. in Dogali. Ah, So got it's like 11 kilometers down to the sea and then back. it. Got it. But today I was a bit late, and so I decided to go with the motorcycle. Sure. But is I it had a yours? motorcycle. I came with the motorcycle, but most of the time I use my bicycle. Got it. Because I like it more on the bicycle. Yeah, sure. T-shirt and short pants than you do it my Yeah. I mean, sweat. actually, I was thinking about it because I saw a group of like people, and like now it's maybe like 24 degrees when you arrive Yeah. to eat some gelato or something, and you are like wearing like winter stuff. Yeah, let's try. I mean, I will try to hand like there. Там 1 или 2 подъема. И всё. Мужик офигенный. Из Германии. Еще мне тянуть. Ну, он предложил на веревку накинуть, наверное. Но я очень боюсь, что нужно руль вырвать нафиг. И все. То есть велик можно на веревке толкать. А вот с мотоциклом я что-то боюсь. Поэтому просто попробовал с рукой. Но так как очень тяжелые сумки, у меня рука правая начинает сильно болеть. И это сложно. То есть равновесие не потерять, не упасть. Вот. Но в любом случае классно. По-моему, меня там ждет где-то перед еще одним подъемом. Но уже помог. Я вообще первый раз такой встречаю. Yeah, I know. Long way. Yeah. But it's... I just want to see how many meters are there left. Uphill. It's nearly, now it's one last steep and then Okay. a very steep downhill. Finally. Until the campground you don't have to pedal. Okay. But have you been there to the campground? No, No, actually I'm thinking if taking a campground or going. so much landscape. No, sometimes it's better. Because I stayed like the last 2 days in campground because I was waiting for the new wheel. And basically, I'm gonna show you. It was a disaster completely. Just a second. Just look. Oh, It's a bicycle. stroke of the weight or what? Yeah.
Did you hit something? I was driving with music and stuff, and I just shook my hand. I took the stuff for the cars, I would say, broke in 2 pieces. And actually, I remained on the road. And I called the guy who rents the electric bikes. He came to save me, let's say. Я почти у цели. Осталось, не знаю, метров, надеюсь, 100, и будет вниз дорогой. Ну это жесть. У меня все болит. Бля, сразу вниз спина. Ощущения, конечно, максимально крутые. Это был спуск, это опасно. Ночью в особенности. You know where is the camping? Едем в кемпинг. Покушали, посели пиццу. Офигенный вообще мужик. Он 61-го года рождения. Работал в авиастроении. У него сын, дочка. Моего возраста примерно. И он обожает велики. Говорит, я постоянно на велике. Вот сегодня только выехал на мотоцикле и тебя встретил. Типа, говорили, как всегда, обо всем. Вообще максимально. Просто встречаю людей совсем вот. Те, которые никогда бы в жизни не встретил. Круто, круто. Короче, естественно, тут ничего видно не будет, но классный кемпинг. Души туда-сюда, 12 евро с постом нифига. Это, не знаю, показывал по-быстрому, просто быстросветом вот вышли. Я понимаю, в кого я превратился вообще. Ну, как же все плохо. И все хорошо. По-моему, все отлично. С фонарем этим на лбу. И звезда горит. Первый раз понадобился замок на велопутешествие. Вело летит просто. Вперед, тапочки! Рвите эти горы!